Всем привет! Это официальное видео от команды Syscalp. Сегодня я расскажу вам, как скачать и установить Syscalp. Познакомимся с интерфейсом терминала, сделаем первую сделку и разберем сделку на примере профессионального трейдера. Внимание! Бесплатный терминал для трейдинга Syscalp используют более чем в 50 странах мира. Законодательство разных стран в отношении биржевой торговли значительно различается. По лицензионному соглашению при использовании Syscalp пользователь обязан соблюдать национальное законодательство своей страны. Уважайте закон. Спасибо за внимание. Чтобы получить бесплатный терминал для трейдинга Syscalp, необходимо зайти на официальный сайт fsrdevelop.ru. Также есть англоязычная версия сайта, французская, испанская, китайская и турецкая. И оставить заявку на скачивание в форме «Получить бесплатно». Если вы оставите заявку на англоязычных или других сайтах, вам придет письмо на английском языке. Если вы оставите заявку на русскоязычном, придет письмо на русском языке. Вводим наш реальный e-mail в форму и нажимаем «Получить бесплатно». Данные успешно отправлены. Через несколько минут переходим в нашу почту и проверяем письмо. Нам пришло письмо от Syscalp, ссылка для скачивания и ключ лицензии. Здесь находится установочный файл, лицензионный ключ во вложении, а также видеоинструкция. Нажимаем «Скачать Syscalp». Далее скачиваем наш файл лицензии. Переходим в папку, куда мы скачали файл лицензии и дистрибутив Syscalp. Двойным кликом запускаем установочный файл. Выбираем язык установки. Принимаем лицензионное соглашение. Далее выбираем путь установки или оставляем путь по умолчанию. Создаем значок на рабочем столе. Далее мы можем сразу по завершению установки запустить Syscalp или запустить его с ярлыка на рабочем столе. Двойным кликом запускаем FSR Launcher. Здесь можно запустить Syscalp и привод Бондаря. Syscalp у нас для частных трейдеров, кто торгует напрямую с брокером, или для криптотрейдеров. Привод Бондаря рассчитан для трейдеров, работающих через проб-компанию. Справа новостной блок. Здесь мы видим новости компании, статьи, а также видеоинструкции, утренние брифинги и обучающие видео. Внизу все важные для сообщества ссылки. Поддержка, YouTube, чат, Syscalp-бот, форум, помощь, ВКонтакте и о программе. Запускаем Syscalp, кликнув на ярлык. При первом запуске приложение попросит указать нас на файл лицензий, который мы скачали ранее с письма. Кликаем на три точки и выбираем наш файл лицензии. Далее появится окно для задания пин-кода. Это для защиты персональных данных. Мы можем это сделать сейчас или пропустить. Запустился Syscalp. В трее появилось сообщение, что у нас запустилось приложение в режиме просмотра, и для совершения сделок нам необходимо этот режим просмотра отключить, о чем еще свидетельствует значок глаза «Режим просмотра». У нас открылось главное окно. Здесь мы видим открытые вкладки с подключенными биржами Binance, Bybit и FTX и несколькими стаканов с инструментами, также в режиме просмотра. В каждой вкладке мы можем удалить или добавить стакан. Кликаем на стрелочку и добавляем стакан, кликая на значок плюса в середине экрана. Далее опять нажимаем на стрелочку, скрываем меню. У нас появились дополнительные стаканы.
И также мы их можем удалить, кликнув на крестик «Удалить стакан». Помимо основного окна, мы можем открыть дополнительное окно, добавить в него вкладки, кликнув на значок плюса в правом верхнем углу, переименовать вкладку и также добавить стаканы. Как я сказал ранее, при первом запуске мы увидим пару стаканов с выбранными инструментами в режиме только просмотра. Ранее я показал вам, как добавить новый стакан, как добавить новую вкладку и как их удалить. Добавим новый стакан и в новом стакане выберем инструмент. Кликаем на выбор инструмента. У нас появится дополнительное окно с подключенными биржами и с инструментами. Выбрать мы можем как двойным кликом, либо кликнув и удерживая кнопку мыши, перетащим инструмент в стакан. Отлично, мы добавили новый инструмент. Продавцы находятся вверху, красная зона. Покупатели внизу, зеленая зона. Сделки отображаются как кружочки и считаются в кластере. Если кликнуть правой кнопкой в зоне кластера, мы можем изменить таймфрейм. Открываем настройки и вкладка подключения. Главная наша вкладка. Здесь мы видим все возможные подключения к биржам. Binance спотовый рынок, Binance бессрочные фьючерсы, Binance квартальные фьючерсы. Также мы видим Bitfinex, BitMEX, подключение к московской бирже через брокера ITI Capital с помощью смарткома, через брокера Finam с помощью Transact коннектора и через Quick. Также мы видим FTX фьючерсы, FTX Spot, Bybit инверсные фьючерсы и OKEX бессрочные фьючерсы. Торговать московскую биржу можно через 3 подключения, через брокера ITI Capital, Finam или через другого любого брокера, кто использует подключение Quick. Если вы хотите торговать американские акции, вы это можете сделать на FTX фьючерсы. Основная площадка для трейдеров и скальперов на данный момент является Binance бессрочные фьючерсы. Переходим в настройки подключения. Здесь мы можем отключить режим просмотра, включить или отключить автоподключение, ввести наши ключи API Key и API Secret, задать параметр «Сохранять пароль» или нет, выбрать прокси-сервер. У нас есть два встроенных прокси-сервера, это Tokyo Хабаровск. Пользовательский — это ваш личный, вы его настраиваете вручную. Включить или отключить прокси, тип кошелька и также сбросить историю торговли по кошельку. Чтобы получить ключи для подключения, вам необходимо зарегистрироваться на сайте биржи Binance, binance.com. Далее перейти и создать фьючерсный кошелек. После перехода во вкладку «Фьючерсный аккаунт» у вас появится окно «Создать аккаунт». Кликайте на «Создать аккаунт», и у вас автоматически создается фьючерсный аккаунт. Далее необходимо его пополнить. Пополнение происходит через кошелек Fiat и Spot, ввод-вывод. Нажимаете на «Ввод». Далее выбираете необходимую валюту и способ пополнения. Вводите сумму и нажимаете «Продолжить». У вас произойдет пополнение вашего кошелька в фиате. Далее необходимо его обменять на криптовалюту Tether USDT. После того, как вы обменяли вашу фиатную валюту на криптовалюту, вам необходимо сделать перевод денежных средств из вашего спотового кошелька на фьючерсный. Для этого переходим на фьючерсный кошелек, нажимаем «Перевод» и выбираем перевод со спотового кошелька на фьючерсный USDM. Это бессрочные фьючерсы. Выбираем необходимую монету Tether USDT и количество. Далее нажимаем «Подтвердить». Перевод осуществляется мгновенно. Если вы хотите перевести и торговать на бирже Binance квартальными фьючерсами, вам необходимо перейти на фьючерсы CoinM и перевести именно на этот кошелек. Теперь давайте создадим ключи. Мы переходим в управление API.
В самом верху вписываем наименование ключа и кликаем API создан. Далее отправляем коды безопасности. И нажимаем «Отправить». Отлично, наш API Key создан. Обращаю ваше внимание, что необходимо сразу скопировать ключ Secret Key, потому что после закрытия данной страницы он у вас скроется и больше вы его посмотреть не сможете. Копируем в блокнот, либо на Google документы. После того, как мы скопировали, нам необходимо отредактировать ограничения. Нажимаем «Редактировать ограничения» и ставим галочку «Включить фьючерсы». Ограничение доступа по IP мы оставляем неограниченный. После этого нажимаем «Сохранить». Также вводим код безопасности. Отлично, наши ключи создались, и мы отредактировали ограничения для того, чтобы могли торговать фьючерсами на бирже Binance. Далее копируем ключи и вводим в Syscalp. Введем наши ключи. Вводите ключи в поле через копирование. Копировать, вставить, чтобы исключить ошибок ввода. Внимательно вводите ключ API Secret. Если вы введете неверно, у вас подключение может быть, но тогда вы не увидите свой финрез и не сможете совершать торговые операции. При попытке выставить заявку у вас будет ошибка ожидания текущего состояния портфеля. После ввода ключей выбираем необходимые параметры и нажимаем «Подключиться». Отлично, наше подключение загорелось зеленым цветом, значит мы успешно подключились к бирже. Как мы видим, исчез значок глаза, значит мы находимся уже не в режиме просмотра. Чтобы выставить лимитную заявку на покупку, мы кликаем в зоне покупателей, в зеленой зоне, левой кнопкой мыши. Выставляется лимитная заявка на покупку рабочим объемом, который у нас выбран из 5 возможных рабочих объемов. Рабочие объемы двойным кликом вы можете менять, вводя рабочие объемы как в лотах, так и вводя рабочие объемы в долларах. Чтобы снять лимитную заявку, кликаем на крестик, либо средней кнопкой мыши, либо горячей клавишей пробел. Это снятие лимитных заявок на всей вкладке, либо горячая клавиша. Отменить лимитные заявки по умолчанию F будет действовать только на стакан. Для этого необходимо навести курсор мыши на стакан, где цены и объемы, и нажать горячую клавишу F. Внизу мы видим 3 цифры. Это наш пинг. Он означает, сколько времени прошло от отправки нашей торговой команды с Syscalp до сервера биржи и получения от серверов биржи ответа опять в Syscalp. Если пинг большой и выделен красным, советуем проверить ваше интернет-подключение. Попробуйте перезагрузить ваш роутер, либо воспользоваться встроенным прокси в Syscalp. Чтобы выставить лимитную заявку на продажу, кликаем правой кнопкой мыши в зоне продавцов в красной зоне. И также снимаем. Как я сказал ранее, горячая клавиша пробел снимает все лимитные заявки во всей вкладке. Если мы кликнем левой кнопкой мыши в зоне продавцов или правой кнопкой мыши в зоне покупателей, мы зайдем в позицию по рынку. У нас сразу совершилась покупка на наш рабочий объем, о чем свидетельствует 3 столбца. Посередине мы видим наш объем, слева цену входа в позицию и справа процент изменения цены от цены входа в позицию. Это значение мы можем изменить в настройках инструмента, отображение прибыли в процентах, в пунктах, либо пункт, умноженный на объем. Выставляем стоп-лосс и take profit. Горячие клавиши, режим установка стоп-лосс и take profit, горячая клавиша C по умолчанию. Наводим курсор мыши на стакан, зажимаем горячую клавишу, внизу мы видим сообщение стоп-лосс и take profit и кликаем
кликаем «Стакан», неважно какой клавишей, приложение само определит, что необходимо установить: Take Profit или Stop Loss. Чтобы снять Stop Loss или Take Profit, мы можем кликнуть на крестик, либо средней кнопкой мыши. Выставление Stop Loss и Take Profit возможно в двух вариантах: на стороне приложения и на стороне сервера. Для этого переходим в настройки инструмента, размещение Stop Loss и Take Profit. Выставляем на сервере. В таком случае наша позиция будет гарантированно закрыта по рынку. Если мы выставили Take Profit и Stop Loss, при достижении, к примеру, Take Profit, Stop Loss у нас будет автоматически снят. И также наоборот, при достижении Stop Loss Take Profit будет снят. Выставить Stop Loss и Take Profit без позиции невозможно. С помощью горячей клавиши мы можем закрыть позицию по рынку. Также она действует как на стакан, закрыть позицию по рынку D, так и на всю вкладку, левый Ctrl. Если мы нажмем левый Ctrl, все позиции во всей вкладке у нас закроются. Как мы видим, позиция у нас закрылась сейчас по стоп-лоссу, Take Profit у нас снялся. Давайте зайдем в позицию еще раз и закроем с помощью горячей клавиши D, закрыть позицию по рынку на стакан. Наводим курсор мыши на стакан и нажимаем горячую клавишу. У нас произошло закрытие позиции по рынку. С помощью горячих клавиш, режим установки стоп-заявки, мы можем установить отложенные стоп-заявки. Зажимаем горячую клавишу V по умолчанию, появляется сообщение «Стоп-заявка». Теперь мы можем установить отложенную стоп-заявку на продажу, кликнув правой кнопкой мыши в зоне покупателей, а также установить отложенную стоп-заявку на покупку в зоне продавцов, зажав горячую клавишу и кликнув левой кнопкой мыши в зоне продавцов. Снять отложенную стоп-заявку мы можем как крестиком, также средней кнопкой мыши, либо горячей клавишей «Отменить стоп-заявки». Горячая клавиша по умолчанию B. Наводим курсор выше на стакан и нажимаем горячую клавишу B. У нас отменились наши отложенные стоп-заявки. В шапке приложения мы видим кнопки Finrez и сделки. Кликая на Finrez, мы видим наш финансовый результат. Мы видим подключенную биржу Binance бессрочные фьючерсы, наш кошелек, валюту, результат, комиссию, наши средства, доступные средства и занято. Мы можем кликнуть правой кнопкой мыши и переключиться в упрощенный режим. Также окно сделки. В данном окне показаны наши закрытые позиции. Во вкладке «Все» указаны все совершенные нами сделки. Вкладка «Позиции и заявки» показывают текущие наши открытые позиции и выставленные наши заявки. Напротив каждой горячей клавиши есть значок вопроса. Кликнув на него, у нас откроется справочный центр, и мы сразу попадем на описание данной горячей клавиши. Для обращения в техническую поддержку переходим на сайт fsrdevelop.ru. В правом нижнем углу у нас есть виджет с несколькими вариантами обращения в поддержку через Facebook, ВКонтакте, Telegram или Viber. Самым популярным является мессенджер Telegram. Кликаем на Telegram. Нас переадресовывает на Telegram канал поддержки /syscalp, нижнее подчеркивание, support, нижнее подчеркивание, bot. Здесь мы можем написать о нашей проблеме и спросить тот или иной вопрос. Если у вас возникли вопросы в ходе торговли или какие-то функции Syscalp вам непонятны, пишите в поддержку, вам обязательно помогут. В официальном канале Syscalp Bot у нас находится сообщество. Кликаем на кнопку сообщества. Сменилось меню бота. Есть поддержка, есть курс скальпинга, чат,
сменить язык и сообщество. Кликаем далее на сообщество. Бот нам прислал список сообществ Сискальп. Есть общий чат для новичков и обычных разговоров, чат для обсуждения криптотрейдинга, чат для обсуждения фондового рынка, телеграм-каналы, чтобы следить за новостями компании, форумы, группа ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, Instagram и так далее. Переходим в общий чат. Как мы видим, в данном чате практически 3500 участников. Количество участников ежедневно растет. На официальной странице находится бесплатный курс по скальпингу на бирже Binance от команды Siscalp. У команды Siscalp есть официальный канал на YouTube, где регулярно проходят мастер-классы, утренние брифинги и также официальные видеоинструкции от команды Siscalp. В данном плейлисте находятся все видео по учебному курсу. Обращаю ваше внимание, что файл лицензии мы можем запросить повторно. Переходим на официальный сайт и в окне ввода вводим нашу почту, кликаем «Получить бесплатно». Также повторно запросить файл лицензии и дистрибутив мы можем через Telegram-бота. Официальный Telegram-бот _Siscalp, _ бот. Запускаем нашего бота. Здесь у нас есть несколько команд, как рассказать о сообществе, сменить язык, получить бесплатно Siscalp, восстановить ключ и создать отчет. Мы можем кликнуть как скачать Siscalp, так и восстановить ключ Siscalp. Вводим свой e-mail и отправляем боту. Отлично, бот на нашу почту выслал нам дистрибутив Siscalp и файл лицензии. Проверим почту. Как мы видим, у нас появилось письмо «Повторная заявка». В этой повторной заявке мы видим наш файл лицензии и кнопку «Скачать Siscalp». А сейчас мы рассмотрим сделку от профессионального трейдера с канала Борис Трейдер. Обратите внимание на два стакана Doge USDT. Слева стакан фьючерса, справа спот. Монета сильно выросла, порядка 250%. И началась проторговка, как и у монеты BTC, биткоин. Активные покупки отсутствуют и цель взять небольшое корреляционное движение в шорт. Как мы видим, по споту стоит каскад из плотности в шорт, что служит поддержкой. И трейдер входит в сделку одной заявкой на 500 тысяч лотов. Трейдер меняет свой рабочий объем на 100 тысяч лотов и добавляет к позиции небольшую часть объемом в 100 тысяч лотов. Трейдер выставляет дополнительные заявки в шорт. Это сделано с целью, если цена при таком сильном движении может вернуться к изначальной цене входа в позицию трейдера и заново опять произойдет снижение цены резкое. И в этом случае данные лимитки исполнятся. Тем самым по хорошей цене трейдер доберет позицию и будет тянуть также прибыль. Трейдер выставил лимитную заявку на покупку 100 тысяч лотов, чтобы зафиксировать часть прибыли. Движение цены не развернулось, на что рассчитывал трейдер, и он снимает свои ранее выставленные лимитные заявки. Закрыл первые 100 тысяч лотов примерно на 6% прибыли. Фиксирует еще 100 тысяч лотов примерно на 9%. И еще раз 100 тысяч лотов, также примерно на 9% прибыли. Трейдер снова фиксирует 100 тысяч лотов на 12% прибыли.
Как мы видим, в стакане появилась группа плотностей, и трейдер фиксирует еще 100 тысяч лотов. Трейдер меняет рабочий объем на 50 тысяч лотов и фиксирует еще часть своей позиции. Остается открытая позиция в 50 тысяч лотов. Трейдер выставил еще одну лимитную заявку на продажу объемом 100 тысяч лотов, но, как мы видим, ее взяли частично. Остаток неисполненной заявки трейдер снимает руками. К сожалению, движение цены пошло не в сторону трейдера, и трейдер закрывает позицию по рынку около нуля. На данной сделке трейдер заработал чуть более 1200 долларов. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если будут вопросы, задавайте их в поддержку. Всем пока!